Пятый канал представляет. Я видел тебя в зеркало. Да почему ты смотрела в зеркало? Садись, сейчас все остынет уже. Так. Какие планы на день? Просидеть с бумагами целый день? Ты знаешь, мой выходной имею право. Антон, нужно уметь расслабляться, поэтому сегодня мы идем в театр. Лен, ты спросила, расслабляет ли меня театр? Антон, это скандальный московский режиссер, его постановка. Уже напрягает. Слушай, правда, я видела его по телевизору. У него такие авангардные постановки. То сцена горит, то актеры голышом играют. Голышом по горящей сцене сразу видно гений. Ну, Антон, ну такое раз в 100 лет. Ну хорошо, пошли, только еще сырников таких сделаешь? Еще тебе? Ты На эти еще обед. не съел. Давай сметану. Ага, клади. Альберт Иванович, как вы там, родной? Мне с вами поговорить надо. Привет, красавица. Да. А что ты вдруг обо мне вспомнила, а? Ну, как же. Ваш опыт бесценен. Ты знаешь, дорогуша, я тут телевизор начал смотреть. Да, тем более у нас столько знакомых в Рязанск ТВ. А тут, понимаешь, как раз вот криминальные новости начнутся скоро, а ты мне мешаешь. Ну, простите, Альберт Иванович. Ты лучше, знаешь, позвони мне после того, как они закончатся. А когда они закончатся? А ты что, не в курсе? А я думал, ты все знаешь, раз твои люди криминальные сводки по области читают. Погоди. Таким образом, криминальная обстановка за последний год не сильно улучшилась. И все обещания начальства ГУВД так и остаются на бумаге. Например, количество преступлений в Южном и Заводском районах за прошедший период остается стабильно высоким. Ты гад. С вами был ведущий В программы одно «Криминал», место тебя зовут. журналист Александр Чекин. Павлин хренов. Твои коллеги еще о тебе расскажут в криминальных хрониках. Сплошной авангард. Гамлет с пистолетом, Офелия, наверное, бомб с гранатометом. Перестань. Я очень рада, что мы вырвались-таки. И я. Шампанское будешь? Хочу. О, Антон Максимович, рад видеть. Арсений Николаевич, вечер добрый. А вы, оказывается, театрал. Но это не я, это, скорее всего, моя дама. Елена. Лена – это Арсений Николаевич, мэр нашего города. Да, я знаю, конечно. Ирина, моя жена. Очень приятно. Сразу видно облагораживающее влияние женщины. Если бы не Ирина, я бы в театр так и не собрался. Честно говоря, если бы не Елена прекрасна, я бы в театр тоже не ногой, не соприкоснулся бы с искусством и не встретился бы с вами. Со встречи. О, пора в зал. Ну, в перерыве, я надеюсь, мы увидимся. Думаю, да. Рад был знакомству. Очень приятно. Ты чего? Что случилось? Не видел что-то? Арсений Николаевич, мэр. Ты его хорошо знаешь? Ну, не очень. Он помог мне в деле брата, дал кое-какие документы, а что? Вокруг него столько зла. Одно зло сплошное. Лен, он политик. Альберт Иванович, ну что мне теперь делать? Для начала бросить пить на рабочем месте. Да,
наломала ты дров, матушка. Так хотелось тебе на мое место. Альберт Иванович, это страшные люди. Они же заставили меня, это Черняев, Крестовский. А я что могла? Я же думала, Амосов разберется с этим Крестовским, и все как-то закончится. Само собой. Да дура ты, Ольга Валерьевна. Креста хотела вокруг пальца обвести, да и Амосова тоже. Альберт Иванович, ну что вы такое говорите? Ну, Амосов же свой, ну как бы я могла? Да так же, как и его брата. Нет, прав был Антон, конечно, что не верил тебе. Это я уши развесил, старый дурак. Ну что ты от меня хочешь? Да я жить хочу! А пока крест на свободе! Ладно, крест, черт с ним. Главное, те, кто им командует. Альберт Иванович, видит Бог, Ой, что... только не божись, Ольга Валерьевна. Ты уже один раз хотела всех перехитрить. Где найти креста, знаешь? Догадываюсь. Ну, тогда возбуждаю уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Слушаюсь. Ну и пиши рапорт Какой рапорт? об отставке. Собравшимся известно, да и вы, наверное, слышали, как я наказан моим мучительным недугом. А мой поступок, что задел вам честь, природу, чувства, я объявляю, был безумием. Кто оскорбил это? Кто? А кто оскорбил Лаэрта, а? Кто оскорбил Лаэрта, а? Что? Гамлет? Да подожди. И оскорбляя друга сам не свой, то действовал не Гамлет. Гамлет чист в натуре. Давай мурку. Гамлет чист в натуре. Антон, тебе как? Шикарная постановка. Захватывающее действие. Павел не понимает, что происходит на сцене. Я думаю, что здесь не самое главное. А ты не должен ничего понимать. Это же современный театр. Ты должен чувствовать. Так я чувствую, что это хорошая постановка. Просто мне показалось, что тебе не очень нравится. Сейчас Мне нравится. Можно потише? от умышленного Что за бескультурщина? Вы бы еще по телефону начали за то, разговаривать. что я пустил стрелу над кровлей и ранил брата. Примирен мой дух, который должен бы всего сильнее взывать к отмщению. Но в вопросе чести я в стороне. Уже совсем на нос. Я не примирюсь. Простите. Извините, простите, пожалуйста. До этих пор я принимаю как любовь и буду верен ей. Сердечно вторю и буду биться честно на дуэли братской. Подайте нам рапиры. Мне одну. Короче, я в театре. Ты по делу или как? Так я что, звоню? Вы же говорили, что хотите от театра откосить. Так тут вызов есть. Бомж забрался в магазин женского белья. Спасибо, я посмотрю лучше Гамлета. Ну, как хотите. Девушка, один кофе. Если что, звоните. Мы с бомжом на связи. Хорошо, но будь аккуратнее. Возьмите. Авангардная постановка. Антон! Сейчас иду, я только выпью кофе. Там Гамлет Офелию застрелил. Приносим наши Ну где тут аптечка? Кто за аптечкой пошел? Ждем вас в следующую среду по этим же билетам. Занавес, быстро, занавес. Кириллыч, слушай, я не знаю. Пожалуйста, подержи, пожалуйста, миленький. Сделайте что-нибудь. Жива. Саша, беги. Ты вызвал скорую? Зажмите рану быстрее. Возьмите в руку.
Стоят, как истуканы. Девочка может умереть. Вы врач? Я из полиции. А кто стрелял? Я! Ну и я, это не я. Я потому что... Никуда не уходить. Да, хорошо. Да. Поняли? Это наган? Не трогать! Не трогать! Ничего не трогать здесь! Лен, ты посиди, чтобы никто ничего не трогал. Тихо. И никуда не уходить. Майор Амосов. В драмтеатре покушение на убийство. Опергруппу. Срочно. Вперед, ребята, отойдите с дороги, быстро! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, грузим в машину. Держи капельницу. Вот так, вперед. Куда вы, мужчина? Что такое? Моя жена, вы не Пока имеете права! нельзя. Садитесь сюда. Садитесь, ничего не трогайте, пожалуйста. Изъяли пистолет, да? Да, точно. Хорошо. Теперь найдите всех тех, кто сидел ближе к сцене, и допросите. Далее поставьте охрану около зала и никого не впускайте. Хорошо? Принято. Успокойтесь, пожалуйста. А я смотрю, у вас тут не все так скучно, как вы думали, да? Да, и в тени бомж в витрине. Слушайте, а он что, на нее прямо в сцене шмальнул? Ваня, авангард. Современная постановка. Офигеть, и что я по театрам не хожу, а? Что ж, ты добился своего! Добился! Осторожно, реквизит! Ты уйди отсюда! Кишки выпущу! Да я тут при чем? Это ты стрелял! Держись подальше от этих психов, я тебя умоляю. Ну а что, я должна была смотреть, как они друг друга убивают? В отделении их всех и протокол мне. В каких отношениях вы были с потерпевшим? Господи, да в каких отношениях? Все было. Нормально. Нормально. Друзья, коллеги. Все? Больше ничего не хотите сказать? Про нее нет. А вот наш реквизитор, этот хлыщ, он у меня денег взял месяц назад. Такой: жена болеет, спаси, помоги, дай. Обещал отдать через неделю. А вы? Ну, мне же не жалко, мы работаем вместе все-таки, да? Неделя проходит, молчит. Я ему напоминаю, говорю: слышишь, ну, совесть есть у тебя, ну, в конце концов-то. Где бабки? А он что? А он что? Мама, мама. А потом как заорет на меня, типа: чего пристал, дескать? Нет у меня сейчас. Я после этого вообще с этим больным перестал разговаривать. Да, ну а вчера напомнил опять перед спектаклем, и вся эта история. Скажите, вы что, не заметили разницу между настоящим револьвером и тем, который был на репетиции? Да у него их миллион. Он на каждый спектакль приносит новый. То Браунинг, то Маузер. Но это же театр. Ну откуда мне было знать? Ну, что здесь? Походу, обложили нас клещ. Со всех сторон обложили. Возле хаты какие-то сексоты постоянно кружат. Сегодня хвост засекли, еле сбрили. Ладно, что там с Куликовой? Дома ее нет. На работе тоже вроде не появлялась. В ментовке не сильно попасешь. Вроде. Вот это вроде. Доставь ее. Из-под земли достань. Мне прямой ход на Януса нужен. Рассчитаться пора. Значит, вы отвечаете за реквизит, который вы даете актерам перед спектаклем. И что? Как это что? Вы дали Семенову заряженный револьвер. Ну, дал. Заряженный. Холостым зарядом. Но только у меня Смит Вессон был. А это револьвер системы Наган. Это Смит Вессон, вы уверены? Да. Принес и, как обычно, положил на стол в гримерку. А что он дальше с ним делал? Может, подставить меня хотел? Интересно, зачем же это Семенову убивать актрису Невскую? Отомстить хотел. За что? Они спектакль этот катать по стране решили. И Семенов, ну, Гамлет наш, потребовал долю больше, а Войтович его послал. Они даже подрались. А почему вы не дали ему пистолет непосредственно в руки? Так режиссер меня на рынок послал за яблоками для реквизита. Видишь ли, ему
Антоновка не подходит, белый налив подавай. А где ему сейчас белый налив найду? Ну, купил Red Chief, а они даже не понадобились. Крест, не до разборок сейчас, когти надо рвать. Только не рассказывай мне, до чего сейчас, до разборок или не до разборок. Кстати, где эта баба, майора этого? Воробьяшкина? Ну да. А что, с ней дома сидит? Иногда к бабке своей в деревню ездит. С майором у них совет да любовь. Я переезжаю на новую хату, ну ты знаешь, мой запасной аэродром. Вот туда мне ее и доставишь. Че, без нее никак? Никак. Понятия, понимаешь, понять не могу. Ну какими мозгами они могли до всего этого докопаться? Сдается мне, что она поболее своего хахаля знает. Ну что сидишь, иди радуй меня. Жить, конечно, будет, но пока с трубочкой. Что значит, но она в сознании? Да, сегодня пришла в сознание, но состояние тяжелое. А поговорить с ней? Нежелательно, тем более она беременная на 2-м месяце, так что нет. То есть как беременная? Ну вот так, плод не пострадал, но все будет нормально. Мы ее к лучшему хирургу направили. Здравствуйте. День добрый. Я вас помню, да, вы из полиции. Маромас. А можно вас на 1 минуту? А в чем дело? Дело в том, что я вам так и не успел задать один вопрос. Скажите, как вы думаете, кто бы это мог быть? И что значит кто? Вы же сами все видели. Этот ублюдок Семенов и сделал. Тварь. Ну, как тварь, вы же сами ему дали роль и привезли из Москвы. Слушайте, да потому что я дурак был. Мне говорили, что он гнида. Мне говорили, что он… А мне говорили в театре, что вы подрались с ним. Из-за чего? Да не из-за чего. Да не из-за чего. Так, разногласия на творческом уровне. Ясно. Скажите, пожалуйста, реквизитор сказал, что вы послали его за яблоками. Слушайте, при чем тут яблоки? Объясните мне. Нет, вы что, меня подозреваете? Что я подменил револьвер? Я вас ни в чем не подозреваю. Я просто задаю вам вопрос. Да как-то странно вы задаете вопросы. У меня жена в тяжелом состоянии, а вы… Послушайте. Вы допытываетесь. Успокойтесь. Я только что разговаривал с доктором. Он сказал, что с ней все в порядке. Ребенок цел. Какой ребенок? Подождите. Вы что, не знаете, что она беременна? Тогда это он оружие подменил. Малого не хотел и решил так избавиться от него. Да не, он вообще не знал. Муж был уверен, что это Гамлет все построил, чтобы отомстить ему. Хотя, Ваня, что-то он не договаривает. Поехали в театр. Вы, кстати, видели портретную галерею в вестибюле нашего театра? Разумеется. Вот. Там прямо напротив входа портрет моего мужа в самом центре. Он был первым главным режиссером этого театра. До него здесь был какой-то провинциальный драм-кружок. Мы были сенсацией. Нас знал весь Союз. А потом Миша ушел, а теперь уходит и дух театра. Ну, вы знаете, я бы вот так не сказал. Дело в том, что театр сейчас пользуется популярностью, люди ходят. Да-да-да, популярность. Знаете, кто сейчас ставит у нас? Этот знаменитый Войтович. Молод, амбициозен, говорят, талантлив. Зритель его любит. Мне очень жаль оставлять этот театр. А вы что, уходите? Да, ухожу. Сегодня бенефис. Вишневый сад, монологи из Вишневого сада приглашаю. Приходите. Да, офигительный спектакль. Ну, я уже видел. Нас в школе еще водили. Понятно. Слушай, Вань, я, по-моему, забыл машину закрыть. Не посмотришь? Точно. Вот он, молодежь. Офигенно, круто. Да. О, боже мой. Скажите, пожалуйста, совсем забыл спросить. Да. Как вы думаете, а у жены Войтовича, Гигорской, могли быть враги в труппе? Помилуйте, молодой человек. Какие враги могут быть у этого ангелочка? Я думаю, это просто нелепая случайность.
Спектакль закроют, гастроли отменят. Ведь замены Офелии в нашем театре нет. Для меня это тоже шок. Понятно. О, извините, вы техничка? Нет, королева Елизавета. Просто решила немножко прибраться, пока корону полируют. Скажите, а вы вчера тоже работали? Конечно. Тут каждый день табун лошадей проносится. Раз не уберешь, можно новый театр строить. Скажите, вы случайно не заметили, вчера перед спектаклем никто в реквизиторскую не заходил? Но реквизитора видела. Из актеров, там, персонала. Точно ходили. 3 человека. 1 женщина и 2 мужчин. А кто такие? Не знаю. Короче, поговорила я с техничкой. И что? Да ничего, видела, что кто-то входил, а кто конкретно не помнит. И теперь она у меня сама под подозрением. Это почему? Ну, во-первых, у нее есть ключи от реквизиторской. Логично, она же техничка. А во-вторых, она всегда хотела играть на сцене. Королеву Елизавету, она мне так сама и сказала. Ладно, Вань, давай езжай в РУВД, а я пойду пообщаюсь с Гильденстерном. Давай. Ты узбек, что ли, работает здесь? Красавица, картошечку возьми. Нет, спасибо, не надо. Чего, красавица, возьми картошечку. Посмотри, какая красивая. Одна в одну. Я уже на электричку опаздываю. Красавица, посмотри, не пожалеешь. Она молоденькая, хрустящая, хорошая картошечка. Слушайте, я же сказала, мне не надо. Спокойно. Без лишних движений садишься за руль. Слушайте, ключи не те сейчас. Да нет, те ключи. Ты в машину садись, красавица. Давай, давай. Тетя Мань, и ты садись, а то на электричку опоздаем. Слушайте, это, может, это... И ты садись. Спасибо, что согласились подвезти. Вряд ли это Семенов. А почему он же стрелял? Ну, тупо это. Да и зачем ему? Не. Ствол однозначно подменили, я в этом уверен. Кто? Кто угодно. Ну, Карпов, к примеру. Карпов? Ну, это тот, кто у нас в Лаэр-то играет. А ему-то зачем? Зависть. Они ведь с Семеновым вместе на курсе учились. Как говорится, шли нога в ногу. А потом Семенов прорвался, начал сниматься в сериалах. А Карпов где? Они где? В Караганде, как говорится. Значит, у них натянутые отношения. Так? Как вам сказать? Да не разговаривали они друг с другом. Понимаете? Думаете, я ему завидую? Да больно надо. Плевать. Снимается во всякой ерунде. Подумаешь. А я считаю, вы ему завидуете. Какой проницательный молодой человек. Хорошо. Я завидую. Да, я живу в дерьме. Получаю 3 копейки. А Семенов катается, как сыр в масле. Что вы ко мне прицепились? Скажите, вы вчера были в реквизиторской? Вы что, думаете, это я? Тут есть люди, у которых мотивы похлеще, чем просто зависть. Похлеще. А у кого? Ира, ну сколько можно? У Шаховой, например, которая Гертруда играет. Она Гирскую готова своими руками придушить, потому что та вытянула ее из всех ролей по возрасту. Теперь Шаховой приходится играть одних старух. Вот вам и мотив. Не просто зависть, ненависть.
почтение, Ольга Валерьевна. Давно хотел с вами познакомиться. Ну и кто вы такие? На всякий случай предупреждаю. Я майор полиции, так что если со мной что-нибудь случится… Если с вами что-нибудь случится, человек 5 в этом городе вздохнут легко. А учитывая ваш послужной список, желающие с вами проститься в очереди будут стоять. Даже в Москве об этом знают. Ну, давайте ближе к делу. Нас интересует Янус. Да кто угодно мог подменить револьвер. Это же террариум единомышленников. Все друг друга ненавидят. А вы? Я? А что я? Я играю Гертруду. Офелию уже не предлагают. Да, я слышал, у вас особое отношение к артистке Гирской. Какое там отношение, шлюха натуральная? Простите, как? Ну а что? Появляется Войтович, она тут же прыгает к нему в постель. Даже умудряется женить на себе дурака такого. Но тут приезжает столичная звезда Семенов. Недели не проходит, как наша лапочка уже у него в кровати, а корчит из себя. Семенов крутил роман с женой режиссера. А муж об этом знает? Но это же театр. Шило в мешке не утаишь. И он бы отомстил, если бы мужиком был настоящим. Мне пора гримироваться. Но если вы решите меня арестовать, я буду у себя. Какие у меня гарантии? А гарантий нет, только шанс. Шанс? Живой остаться. Вы единственный свидетель. Янусу вы не нужны. Кресту тем более. В сложившейся ситуации, если крест вас уберет, Янус будет только счастлив. Ну, я надеюсь, вам уже известно, что Полосков приказал мне писать рапорт об увольнении? Конечно, известно. Пишите. Или вы что, действительно думали, что после того, что произошло, останетесь начальником РУВД? Да, думала. А вот теперь думайте вы. Что выгоднее? Живой начальник РУВД, который может пригодиться? Или Янус, про которого вы, как я понимаю, даже ничего не знаете? Мне нужно посоветоваться. Советуйтесь. В машину пройдемте. Трамарки на мой бенефис. Спасибо Пожалуйста, большое. приходите. Здравствуйте, Василиса Аркадьевна. Здравствуйте. А я ваша большая поклонница. Меня зовут Лена. Очень приятно. А я вам тоже дам контрамарки на мой бенефис. Не-не, у нас есть, Оль. Да, мы вы вместе. вместе. Ну, тогда встретимся. Спасибо. До встречи. Счастливо. Спасибо большое. О, я знаю саму Василису Разоцветову. Поехали скорее, я хочу переодеться к ее бенефису. Пока ты не поможешь мне разобраться в этой шекспировской истории, мы никуда не едем. Ну ладно, рассказывай, что тут. Запутанная история. Но стрелял Гамлет Семенов. Доступ к оружию и мотивы есть у троих подозреваемых. Первый – это реквизитор. Он имел доступ к оружию, а также взял в долг у самого Семенова. Второй – Семенов Гамлет, который находился в ссоре с режиссером и поэтому имел мотив сорвать спектакль. Ну и, наконец, сам режиссер Войтович. Есть информация, что Семенов спал с его женой, вполне возможно, она беременна от него. Боже мой, настоящие шекспировские страсти. Что? Ну, что ты думаешь об этом? Ничего не понятно. Дашь пригласительные? Ну как, ты получше? Чего ты видел? Разоцветова. Это она подменила револьвер. Ты уверена? Ты же знаешь, я редко ошибаюсь.
Да, Лень, слушаю. Могу, но ненадолго. Да, давай. Нам нужно еще успеть на юбилей ты разоцветывай. Ленечка, рассказывай. Вот смотрите. С одной стороны рукоятки пистолета был снят слой металла, будто кто-то хотел зачистить надпись. Я поехал в центральную лабораторию и посмотрел это место через дефектоскоп. Так. И вуаля! Знаете, что было написано на пистолете? Не томи. Па-па-па-пам! Надпись гласила: «Камбригу Аркадию Розенблюму за верную службу делу революции». И кто такой этот Кумбриг? Мне дедушка рассказывал о знаменитом Розенблюме. Он воевал в Туркестане с басмачами, потом на Халкинголе с японцами. В 1939-м был командиром округа, а в 1940-м, как водится, расстрелян. Лёчка, это все, конечно, интересно, но скажи, какое отношение этот Розенблюм имеет к Гамлету? Это же из его пистолета был произведен роковой выстрел. Так. И мне кажется, вы знаете, что означает в переводе с немецкого слово «розенблюм». Знаю. Розен, розовый, блюм, цветок, розовый цвет. Разоцветова? Я посижу еще минутку. Точно раньше никогда не видела этих стен, этих потолков. А теперь смотрю на них с такой жадностью. Это она неопровержима. С такой нежной любовью. Правда, прекрасно сказано. Очень просто и очень трогательно. Чехов Антон Павлович. Спасибо, спасибо. Молодой человек, что вы там держите записку? Надеюсь, она пристойная? Давайте. Что ты теперь будешь делать? Ну еще. Мой милый, мой прекрасный, мой нежный сад, моя жизнь, моя молодость, мое счастье. Я, пожалуй, пойду. Увидимся дома. Прощай. Переживай. Еще раз надо взглянуть на стены, на окна. Прощай. Едем. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, дорогие мои, люблю всех вас. Да. Спасибо. Спасибо, я очень счастлива. Спасибо. Спасибо, друзья. Люблю всех. Спасибо, работала всегда для вас. О, какой красивый чемоданчик. Здесь все. Неплохо. А вы предусмотрительны, Ольга Валерьевна. С волками жить. Мы, кажется, так договорились. Разумеется. Вы исчезните на пару дней. А мы тут потихонечку сами все решим. А само собой что? Ну, вы же предложили свои условия. Мы их приняли. Бизнес. Ничего личного. Ну что, вам понравилось? Да, очень. Но я пришел с вами разговаривать не о театре. Да? А о чем? О том, как вы устроили покушение на убийство Гирской Алены Юрьевны.
молодой человек, помилуйте, а зачем мне это все нужно? На пистолете, из которого стреляли в Гирскую, была затерта надпись «Комбригу Розенблюму за верную службу». Розенблюм – это же ваша настоящая фамилия? Не вижу связи. Я вас уверяю, мы связь найдем. Мы установим по документам, что вы поменяли фамилию. И ниточка от этого револьвера потянется к вам. Да, ты такой умный молодой человек. А мужчины редко бывают умными. Господи, надо же, чтобы появился в такой неподходящий момент. Василиса Борисовна, это ваш пистолет? Да, мой. Я не понимаю, зачем вы это сделали. Молодой человек, я же вам говорила, что театр уже давно умер, что все превратилось в фарс. Все эти лжережиссеры, что нужно? Разве сейчас нужен талант, глаза, игра? Эпатаж. Эпатаж. Вот что сейчас нужно. Секс, кровь. Удивлять дурачков на деревенской ярмарке. Может, Гамлет бегает с пистолетом, Офелия крутит голым задом. А вот у Миши был настоящий Шекспир. Я просил белый налив. Все разрушено. Искусства нет. Деньги, деньги, деньги. И больше денег. Все, искусства нет. Все святое, все. И это стоило человеческой жизни? Боже мой, я не хотела ее убивать. Он ей всегда стрелял в плечо. Я просто подменила пистолет, а эти обезьянки же все сделали сами. Зачем? А зачем, что нужна была кровь? Нужно, чтобы вскрылся этот гнойник. Посмотрите, они уже все перессорились между собой. И все сейчас превратилось в балаган. Балаган этот развалился. У вас кровь. Скажите, пожалуйста, и это все, чтобы разрушить театр? Нет. Я просто хотела разрушить это непотребство. Театр, он уйдет вместе со мной. А вы понимаете, что театр уйдет в тюрьму? А так даже символично. Василиса Борисовна, я надеюсь, вы бежать не Куда? Отсюда? Пустите, Спасибо, пустите. Василиса Борисовна, это было потрясающе. Вы гениальны. Ваши ручки. Спасибо, дорогой. Цветы мальчику отдайте. Потрясающе. Браво! Спасибо, дорогой. Спасибо. Я очень рада. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Разрешите? Ну, будете в Москве, обязательно меня найдете. Спасибо. Браво! Спасибо. Спасибо за прекрасный вечер. Спасибо. Крутой у вас театр. А вот теперь и занавес. Спасибо. Да, пожалуйста. Хорошего вечера. Взаимно. До свидания. До свидания. Ну что, прилетела птичка? Одна, прикинь. Пошли. Колбасу зачем взял? Так она всегда со мной. Балеринки доставай.